Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, в каком возрасте лучше всего проводить стерилизацию собак. Собак стерилизуют по двум причинам. Первая – это уменьшить риск всевозможных заболеваний, а вторая причина – это изменить нежелательные поведенческие реакции у животных. Убрать все эти вопли, убегание из дому и мечение территории. Многие рекомендуют проводить стерилизацию собак в 6-месячном возрасте, то есть до наступления половой зрелости. А большинство собак становятся половозрелыми в период от 6 до 10 месяцев. Решили, что самок надо кастрировать до первой течки, а самцов до того момента, как они начинают метить территорию, чтобы избежать многих онкозаболеваний. Например, у стерилизованных самок, которым удалили яичники и матку, не может быть рака яичников или рака матки. Риск рака молочной железы также минимален. Что касается кастрированных самцов, которым удалили семенники, то понятно, что рака семенников у них уж точно не будет. Во Франции шутили, что лучшее средство от головной боли – это гильотина. Нет головы, нет и головной боли. Шутки шутками, но действительно у некастрированных животных очень часто наблюдался рак этих органов, которые удаляли при стерилизации. Поэтому понятно, что не может быть рака того органа, который удалили. Также еще хочу отметить тот факт, что при кастрации самок снижаются случаи возникновения рака молочной железы. Онкозаболевания молочной железы у некастрированных животных встречается более часто, чем у кастрированных. Что касается самцов, то у кастрированных собак рак предстательной железы возникает значительно реже, чем у некастрированных. Также было установлено, что у самок, которые были стерилизованы после второй течки, частота заболеваемости раком была выше, чем у самок, которые были кастрированы 5-6 месяцев до первой течки. Эта ситуация объясняется тем, что некастрированные животные испытывают очень много стрессов, связанных с половым возбуждением, что ведет к онкологическим заболеваниям половых органов. Поэтому ветеринары и решили, что кастрировать надо животных в раннем возрасте. В Соединенных Штатах некоторые приюты для животных вообще проводят стерилизацию собак в 4-месячном возрасте, чтобы исключить даже малейший риск размножения. Казалось бы, все понятно, все хорошо и все цели достигнуты, в том числе и социальные. Нет бесконтрольного размножения, снижается количество бездомных собак, у стерилизованных животных снижается агрессия, они не пытаются убежать из дому, снижается риск многих онкологических заболеваний половых органов, а хозяева кастрированных животных получают спокойную жизнь. Нет этих круглосуточных криков, воплей и бесконечного мечения территории. В принципе, это одна из самых весомых причин, ради чего владельцы животных и стерилизуют своих питомцев. Казалось бы, от стерилизации получаем одни плюсы. Разве что у некоторых кастрированных собак снижается обмен веществ, а раз так, то они более склонны к ожирению. Хотя это тоже не есть большая проблема, если кормить собаку соответствующим образом и давать ей соответствующие физические нагрузки. Зато сколько плюсов получаем взамен. Исходя из всего этого, было принято решение, что кастрировать собак надо в раннем возрасте. Американская ассоциация ветеринарных клиник рекомендует стерилизовать собак весом до 20 кг в 6 месяцев. Это что касается самцов. А самок они рекомендуют стерилизовать в 5-6 месяцев или до первой течки. Крупных же собак эта ассоциация рекомендует стерилизовать в возрасте от 9 до 15 месяцев, чтобы позволить собаке вырасти. Хотя никто над этим особо и не заморачивался. Все действовали согласно рекомендации. Прошло время, и многие начали замечать, что у некоторых кастрированных животных более часто возникают всевозможные заболевания, которые у некастрированных животных возникают значительно реже. Например, лимфа или гемангиосаркомы, остеосаркомы, мастоцитомы. У некоторых собак, особенно крупных пород, начали отмечать ортопедические заболевания. Это и развитие дисплазии тазобедренного или локтевого суставов, и разрывы крестообразной краниальной связки. У других собак после стерилизации возникало подтекание мочи. Все эти перечисленные заболевания – это очень серьезные заболевания. Ведь врачи задумались, все поняли, что вопрос о том, в каком возрасте лучше всего стерилизовать собак, требует дополнительного изучения. Как я уже сказал, что Американская ветеринарная ассоциация рекомендует собак мелких пород кастрировать в 6 месяцев, а собак крупных пород стерилизовать в возрасте от 9 до 15 месяцев. Все это усредненные рекомендации, и какие-то проблемы со стерилизацией возникали всегда, хотя и не всегда об этом громко говорили. Ветеринары столкнулись с дилеммой, а что же делать? В
каком возрасте лучше всего стерилизовать животных. Ситуация более-менее прояснилась только в 2020 году, когда вышла статья Калифорнийского университета, который расположен в городе Дэвис. В данной статье был проанализирован 15-летний опыт стерилизации для 35 пород собак с учетом их пола, возраста и предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Данные касались собак, которые были простерилизованы в ветеринарной клинике этого университета. Все это позволило минимизировать негативные последствия стерилизации. Как выяснилось, что одних собак можно кастрировать и в 6-месячном возрасте, и это будет лучшее решение, а других собак лучше кастрировать после 2 лет. Например, выяснилось, что стерилизовать что самцов, что самок немецкой овчарки необходимо только после 2 лет. В этом случае можно минимизировать или даже избежать риска возникновения подтекания мочи. Другие породы, у которых есть высокий риск возникновения онкозаболеваний, необходимо стерилизовать в другие сроки. Кстати, в этой статье перечислены породы, у которых сам по себе высокий риск возникновения онкологических заболеваний. Есть собаки, у которых риск возникновения онкозаболеваний очень высокий, как, например, лабрадоры или золотистые ретриверы. А есть породы, у которых этот риск минимален, как, например, у шицу. Поэтому стерилизацию для шицу рекомендую делать или до 6 месяцев, или после 2 лет. Я не буду сейчас дальше подробно останавливаться на конкретных породах. Это мы рассмотрим в одном из наших последующих видео. Цель данного видео – дать вам информацию о том, что сроки стерилизации животных для каждой породы очень индивидуальны. И для того, чтобы минимизировать отрицательные последствия кастрации, нельзя следовать каким-то общим стандартным правилам. Обязательно надо учитывать и породные особенности с учетом накопленного опыта по стерилизации той или иной породы. Как раз такой опыт и изложен в статье Американского университета. На сегодняшний день, на мой взгляд, это революционная статья, потому что пока только в ней дается систематизированный опыт стерилизации собак с учетом возраста, породы, пола и предрасположенности к тем или иным заболеваниям, в том числе и к онкозаболеваниям. Я думаю, что в каждой ветклинике есть какой-то свой опыт по этому вопросу. Но все это отдельные разрозненные данные, которые нигде не опубликованы и которыми ветврачи не очень-то хотят и делиться. Все это на уровне ноу-хау. Поэтому пока только эту статью на данный момент можно считать хоть каким-то современным руководством по стерилизации собак. Да, в этой статье рассматривается опыт только для 35 пород. И это, к сожалению, далеко не все породы, которые есть в мире. Но начало положено. И я уверен, что дальше уже будут и другие статьи на эту тематику. И уже не только Калифорнийского университета. Ветеринария же не стоит на месте. Многие зрители, посмотрев это видео, скажут: так а если так много проблем возникает после стерилизации, то может вообще не надо стерилизовать животных? Еще раз напоминаю, что у нестерилизованных животных проблем намного больше возникает, чем у стерилизованных. И плюс к этому добавляются еще и проблемы поведенческого характера. Хотя я и понимаю, что вопрос стерилизовать или не стерилизовать свое животное – это вопрос мучительного выбора. Особенно для тех стран, где эта процедура не является законодательно обязательной. Что касается конкретных пород, конкретных сроков и других условий, то это мы рассмотрим в нашем другом видео. Я бы хотел попросить всех владельцев животных, которые просмотрели это видео и которые когда-то стерилизовали своих животных, внизу под видео в комментариях подробно написать, были ли у их животных заболевания, которые возникли, как они считают, именно после стерилизации. Возможно, эта информация поможет при дальнейшей систематизации опыта стерилизации других собак. Но не только же Калифорнийскому университету этим заниматься. Может, и мы внесем какой-то свой посильный вклад в освещение этого вопроса. Ну а пока на этом все. Всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!